Всем привет! Мы продолжаем наши рождественские встречи на кухне. Давайте за минуту, я вам клянусь, за минуту мы приготовим домашний майонез, который получается всегда. Я пробовала несколько разных рецептов на желтках, на том, на сём, на пятом, на десятом. То оно перемешивается, то оно взбивается, то не взбивается. Была трагедия. Сейчас майонез, который получается мгновенно. Всего лишь нужен вот такой вот один помощник. Начинаем. Яйцо одно. Все сразу смешиваем. Яйцо, пол столовой ложки лимонного сока, глаз алмаз, 1 чайная ложка винного уксуса. Я думаю, если у вас не будет винного уксуса, вы можете добавить либо обычный, либо чуть больше лимонного сока. 1/4 чайная ложка соли. Столько же горчицы, но я люблю горчицы побольше, поэтому это не 1/4, а я так, на глаз. Какой-то странный звук у нее. И 1 стакан оливкового масла. То есть 1 чашка, 1 стакан. Насчет масла. Масло нужно брать либо оливковое с не ярко выраженным вкусом, либо можно масло авокадо взять, оно практически безвкусное. Потому что когда очень-очень-очень хорошее оливковое масло, знаете, бывают такие прямо с горчинкой, то и майонез будет немножко горчить, но это буквально, наверное, сразу. Когда он сутки постоит, то уже все в порядке. Все. Видите, что у нас здесь получается? И смотрите, как мы сейчас быстро его взобьем. Все, смотрите, какой получается густой. Просто вот берешь и кладешь как масло на хлеб. Знаете, вот сколько раз я его делаю, он всегда получается. Свежее яйцо, там, не свежее. С холодильника оно, не с холодильника. Всегда идеально. Вот такая славная баночка майонеза получилась у нас с одного яйца. Здесь где-то грамм, наверное, 250. Вкусного, домашнего, полезного майонеза. Можно даже еще баночку облизать. Но правда, очень вкусно. Да, можно прямо на черный кусочек бородинского хлебушка намазать тоненьким слоем. Сверху огурчик. Вот. До новых встреч. Готовьте салаты, заправляйте их домашним майонезом. Если вам рецепт понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь рецептами с друзьями. Пропорции я, как всегда, напишу в описании. Так что до новых предрождественских встреч. Пока!